Всем привет! За последние несколько дней произошло много событий. Нам наконец показали ремейк Resident Evil 4. Также появилось много подробностей нового Ведьмака и планы развития Киберпанк. Понятно, что это не все новости, о которых мы поговорим. Если ты тут впервые, предлагаю подписаться на нас. Ежедневные новости по играм и много другого мы публикуем в нашей группе ВКонтакте, и также на каналах Рутуб и Ютуб. Вы на канале Game Room Игра Новин. Погнали разбираться. Но между тем на ПК вышел один из главных эксклюзивов Sony – Action Uncharted 4. Судя по отзывам журналистов, Форд получился отличный. Оптимизация позволяет без проблем играть даже на очень средних ПК. Средняя оценка на Metacritic почти 9 баллов из 10. В России игра формально недоступна, однако в магазине Бука издательства можно купить ключи для Steam за 3150 рублей. Конечно, дорого, зато их спокойно можно активировать на российских аккаунтах. Новая экспериментальная игра по вселенной The Witcher, создаваемая студией Молосец, Flood и CDPR, будет отличаться от оригинальной трилогии. Она рассчитана на более широкую аудиторию, в частности, поклонников сериала от Netflix. Как объяснил старший вице-президент компании по развитию бизнеса Михаил Новацкий, игра точно не мобильная. Ошибка — это большая технология для традиционных платформ, с помощью которой компания хочет заинтересовать во франшизе людей, не являющихся хардкорными фанатами RPG. Мне лично кажется, что это будет что-то типа сервисной Assassin's Creed Infinite, но так это или нет, мы сможем убедиться еще не скоро. А по производству сиквела Киберпанк туда планируется привлечь до 500 штатных разработчиков. Очевидно, что помимо штата CDPR также будет пользоваться услугами аутсорсеров. Зато все будущие релизы CDPR будут тщательно тестировать одновременно на всех платформах. Не страдала из-за технических проблем и неэффективной оптимизации. Разработчики усвоили урок от Киберпанка и не хотят снова наступить на эти грабли. Сюжетом дополнения Киберпанка появится новая радиостанция, причем в роли ведущей по имени Эш выступит известная кинозвезда Саша Грей. Также City Project устроила среди фанатов музыкальный фонд. Лучшие треки попадут в игру, а их создателям выплатят по $3000. Издательство Capcom показало геймплей ремейка Resident Evil 4. Игра расширит историю оригинала, современнит геймплей. Патронов станет больше, но и врагов тоже добавится. Альтернативой побегу от толпы станет полноценный стелс. Можно будет ходить пригнувшись и нападать на врагов сзади. А еще берут раздражение. Он стреляет в масляную лампу и поджигает бедную коробку, которая устраивает врагам огненное шоу. Также добавит возможность блокировать удары ножом и система крафта, такую же как в 8-й части серии. Ремейк выйдет 24 марта на ПК и консолях поколения. Также внезапно на PS4, и это не ошибка. Версию для PS4 можно будет обновить для новой консоли совершенно бесплатно. Кстати, в игре будет русскоязычная озвучка, а владельцев ПК решили снова порадовать защитой Denuvo. Видимо, слышал, что в сентябре игроки попытались воспроизвести карту GTA 6, используя информацию из слива данных. Так недавно один из энтузиастов сопоставил найденные координаты с координатами локации GTA 5 и показал, насколько масштабным может быть выдуман Майами с окрестностями. По оценке фанатов, в 6-й карте будет как минимум 1,5 раза больше, чем в 5-й. Значительная ее часть занята водой, где может быть еще больше островов. К тому же неизвестно, насколько далеко территория, тянущаяся на север. Энтузиасты решили воспроизвести карту новой части. Они попытались вычислить расстояние между попавшими в ролики объектами, с помощью координатов сопоставили локации по игре с реальными местами Майами, используя Google Земля. И данные с игрового движка, по их расчетам, размер карты составляет примерно 80 километров. Довольно много, но все же интересно, смогли ли пользователи угадывать всегда размер карты или нет. На этом у нас все, ждем вас в комментариях и обсудим тему последних новостей. Также будем рады видеть вас у нас в ВК и Дискорде. А если вы еще не подписались на канал, то советуем подписаться. До встречи на Game Room Игра Новинки. Смотрите и играйте вместе с нами. Should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take